Привет, друзья! С вами снова Евгений, и это наше большое путешествие по острову Кипр. Это будет настоящий хайкинг. В этом выпуске мы отправимся на захватывающий путь от пляжа Коннос вдоль побережья до Кабо-Греко. Мы будем карабкаться по скалам, пересекать живописные поля, наблюдать мощные волны, яркие краски зимней природы, посетим церковь бессеребренников, пройдем мимо природной арки, и на вершине Кабо-Греко нас ждет закат. Готовьтесь, это будет настоящее приключение. В прошлый раз мы ходили с вами через Протарас по набережной Fig Tree Bay. В этот раз мы продолжаем наш путь по береговой линии от пляжа Коннос до вершины утеса Кабо-Греко, чтобы встретить там закат. К этому пляжу Коннос с главной дороги ведет небольшой серпантин, по которому мы сейчас и спускаемся, чтобы выйти там внизу на тропу, которая нас поведет вдоль моря. Сам я этим хайкинг-трейлом еще не ходил, поэтому это будет эксперимент вместе с вами и самые неподдельные свежие впечатления. Чтобы спуститься по этому небольшому серпантину к пляжу, придется преодолеть несколько поворотов. Это такой серпантин на минималках. Парковочное место раз. Можно спокойно на машине сюда приезжать. Летом здесь машины просто везде, поэтому можно считать, что это парковочное место. Но больше всего мне нравится вот этот вид сквозь сосны на голубую воду. Ты видишь? Красота, да? Лавочка, если ты любишь медитировать на красоту. Помедитировал и отправился дальше в сторону пляжа по серпантину. Вид сегодня обещает быть крайне красивым, с погодой очень повезло. И даже ветер сегодня, я думаю, не помеха, а наоборот усиление красоты тех видов, которые нам предстоит преодолеть. И двигаемся мы вот туда. Там на утесе стоит однокомнатная церквушка, без преувеличений. Очень живописно. А под ней пещера. Знаете что? Я крайне счастлив, друзья, что у нас сегодня с вами выдалась такая возможность испытать эту тропу, это направление вдоль берега. Потому что я очень давно мечтал сделать этот марш-бросок здесь. Что по времени? У нас сейчас 2 часа дня. И пройти нужно, суммарно я посчитал по карте вчера, 6 километров, плюс-минус километр, потому что по тропам было трудно считать расстояние. Вот, что по времени у нас на это все времени до заката. Получается, если закат где-то в 6:30, то у нас 4,5 часа на остановке перекусить, попить, полюбоваться. Так что, я думаю, сегодня будет максимально увлекательно, потому что финалом этого выпуска, я очень надеюсь, будет красивейший закат с утеса Кабо-Греко. Пока что приходится пробираться сквозь заросли крайне колючих растений с огромными шипами. Прям как будто какие-то джунгли. И раздвигать эти ветки руками очень опасно, потому что они могут здорово так поранить. Теперь камни. Ну, скажем так, трейл-тропа интересная, но пока что не самая легкая. Я, конечно, не жалуюсь,
но я просто переживаю о том, чтобы хватило времени. Ну, типа, как через это идти? Другого обхода я не вижу. Окей. Попробуем. Не поверите, здесь есть проход. Интересная тропа, конечно. Есть такие просветы, чтобы вылезти и полюбоваться. И потом обратно заныриваешь. Главное не побеспокоить ничью дикую приватную жизнь. Черт, я еле пролажу в эти мелкие кустарники. А тут у нас развилка. Налево пойдешь, направо пойдешь. Пойдемте направо, чтобы забраться повыше, может быть. А повыше будут наверняка и виды поинтереснее. Очень интересно все начинается. Кажется, направо пойдешь, ничего не найдешь. Кажется, нужно туда идти. Там как будто бы какая-то тропа есть. Главное, чтобы тут ничего не обрушилось. А виды, конечно, прекрасные. Оп. Камни под ногами шатаются. Я же не ошибся, правда? Опа, опа. Так. На тропу похоже? Похоже. Но идем по верхнему этажу. Если все будет настолько экстремально, то я не знаю, хватит ли мне 4 часов. Сами смотрите. Если честно, я думал, что это будет просто тропиночка, на которой нужно будет просто топать. Ну вот куда здесь? Можно ли тут вообще куда-то выбраться? Можно, конечно, попробовать здесь забраться еще выше, но я не знаю, получится ли это. Колючее. Все колючее. Нет, требуется, надо вернуться немножко назад и посмотреть, что там есть. Так, эксперимент. Освободил 2 руки, повесил камеру на лямку рюкзака и хочу забраться туда, потому что я другого пути не вижу. О, подождите-ка, тропинка есть. Ну давай, выведи куда-нибудь на адекватную дорогу. Везде колючие растения. Хорошо, что я купил классные шипованные ботинки с шипованным протектором. Позволяют по земле забираться по влажной, как на полном приводе. О! Отлично! Есть дорога. Супер. Интересно начинается все. Запыхался немного по бездорожью карабкаться. Но зато теперь тропиночка явно получше. Да и побезопаснее. А то как будто бы я сразу залез с детского уровня на взрослый. Хотя с моей подготовкой
Я думаю, мне нужен хотя бы подростковый уровень. Так, впереди нас ждет вот там так называемый Ангелина Бэй. Не знаю истории, почему Ангелина. Может быть, за хорошие дела называют залив, бухту твоим именем. Но одним словом, если меня смотрят Ангелины, тут ваш Бэй. Вот там находится пещера Циклопа. Я в ней не был. И мы этот участок миновали. Потому что, в принципе, там просто каменный берег на протяжении пары-тройки километров. Ничего интересного. А до этого мы были с вами на этом побережье уже. Это был Протарас. Хорошо погуляли. Всем понравилось. Вот это красота, согласись. Когда вижу такие волны, как они бьются об камни, реально ноги сами останавливаются, чтобы понаблюдать за этим. Итак, мы проходим прямо над Ангелина Бэй. Ну не красота ли, а? Вот еще один плюс, почему ты должен приехать на Кипр зимой. Если ты любишь хайкинг, здесь тропы с невероятными видами. Это моя первая, но мы вместе увидим еще и другие, их много. Есть разные протяженности, разные сложности. Это, скажем так, для любителей, типа меня. Я только-только открыл в себе хайкера. Мы еще с ним мало знакомы, но летом будет сложнее. Вот почему я сравниваю лето и зиму, потому что летом ты не можешь выйти на весь день и просто спокойно гулять, взяв с собой бутылочку воды. Летом ты сдохнешь, физически не сможешь этого сделать, потому что температура воздуха будет около 40 градусов, 35-40, июнь-июль, и ультрафиолетовый индекс будет от 11 до 13. Так что ты сможешь насладиться либо частично хайкингом, ну типа от восхода и до 11 утра, и потом с 2 и до заката. Или же не насладишься им вовсе. Так что, если ты любишь активный отдых, то летом тебе будет тяжело. А знаешь, зачем здороваться с людьми, если ты встречаешь их в дикой природе? Неважно, в горах, в лесу, где малолюдно. Это не просто из вежливости, это такой лайфхак. Потому что, когда ты здороваешься с людьми, ты обращаешь на себя внимание. И если с тобой что-то случится, и ты потеряешься, то будет у них возможность тебя описать. Потому что ты обратил на себя внимание, и тем самым они тебя запомнили, хоть как-то. Потому что если вы просто разменетесь, то, возможно, они даже не посмотрят на тебя. А так будет хоть какое-то описание. Помните, я говорил про лавочки на видовых местах? Киприоты знают кое-что о наслаждении красивыми видами. И мы держим путь вон туда, наша следующая точка. Это, как я говорил, Ангелина Бэй. Здесь пришвартовываются летом огромное количество яхт всяких стоит. Они тут купаются, тусуются, не знаю, что они тут делают, но они тут стоят. А мы продолжаем путь вдоль набережной, но мы здесь уже вышли из области дикой природы.
Поэтому сейчас мы пройдем к этой невероятно красивой церквушечке и пещере под ней. Дальше на нашем пути церковь Космы и Демьяна, бессеребренников, которые врачевали людей бесплатно, и в честь них, в память о них, и сделали эту маленькую церквушку в таком живописном месте. Ты только посмотри. А вот туда мы сейчас пойдем. Там пещера. Такой аккуратненький помост выстроили для того, чтобы спускаться к этой пещере. Но я не уверен, что сегодня к ней можно подойти. Но мы попробуем. Пещера находится вот там. Но я не уверен, что это сегодня безопасно. Итак, ребята, в пещеры пробраться не удается, потому что пещера находится вот там. Нужно спуститься и пробраться в нее. Сегодня это совершенно невозможно. Она не сильно глубокая, там стоят свечки. Так что, сори, в целях безопасности я не могу везде пробраться сегодня. И теперь отправляемся вот в ту сторону, за церковь, вдоль побережья. И вот там, вдали, это будет еще одна бухта. И там... Короче, туда идем. Там будет тоже очень красиво. Мороженку можно купить. Особенно это спасает летом, потому что жара. Все потные, мокрые насквозь. И этот дядечка с мороженкой в таком месте позволяет насладиться красотой и вкуснятиной одновременно. Итак, Аги Анаргири Nature Trail нам туда. Сложно понять, что из этого всего тропинка, но мы будем просто идти по камням и колючкам. Продолжаем наш путь вдоль утеса. Почему я его выбрал? Потому что здесь должно быть очень много красивых видов. Например, как этот. Красотень, скажи. Дальше будет тропиночка более аккуратная. Но сейчас виды, конечно, великолепные. А я знаю, что впереди еще более крутые. Вот здесь бы в спокойную, красивую погоду поснорклить. С вами, ребята, я открываю новые места на будущее, для будущих подводных видосов.
экстремально, хочу вам сказать. Камень такой цепкий, он совсем не скользкий. При этом он довольно ломкий. Насколько я знаю, это некая порода известняка. Но при этом в нем, смотри, какие штуки есть. Это отпечатки древних ракушек, которым миллионы лет. Я не могу туда залезть, а вы можете. Как вам такой вид? Волны об скалы грохают так, что земля под ногами вибрирует. Итак, солнышко уже становится ниже, а времени для того, чтобы достичь финальной точки, все меньше. 1,5 часа уже прошло, а по километражу, наверное, ну я не знаю, километра, наверное, 2 я прошел. Так что еще примерно 4 впереди. Надо успеть. Мы выбрались на такую площадку. И это великолепное, потрясающее, уникальное место. Природная арка. Естественным образом образовавшаяся. Ну да. Естественным образом получившаяся. Есть какая-то легенда о каких-то контрабандистах, которые здесь как будто бы раньше встречались. Также я слышал легенду о том, что если там поцеловать своего возлюбленного, возлюбленную, то ваш брак продлится всю жизнь. Но суть в том, что эта арка очень опасна и выходить на нее запрещено. А мы идем дальше вот в ту сторону. Шабакин. Редкое явление. Уличная собака. Нелегко им, наверное, тут живется, когда вокруг одни коты. Зато здесь мы можем выйти на утес и снова заглянуть с обрыва в воду. Не хотел бы я там оказаться сейчас в воде. Хотя летом периодически, конечно же, в измененных состояниях туристы попадают в такие передряги, когда оказываются спрыгнутыми со скалы в такое крайне беспокойное море. И кому-то везет, и их спасают, а кому-то не везет. И это становится их последним отпуском в жизни. Так что, друзья мои, как спасатель с 15-летним стажем, держитесь подальше от волнений душевных и морских. Между тем, наша тропа, наш трейл лежит через такие вот места. Оба! Оба! Тяжело, друзья, когда видишь такую красоту, не залипать в нее и не тратить на это время драгоценное. Но я обязательно сюда приеду еще просто так, посмотреть на волны. Хотя это тоже нужно поймать, потому что они далеко не каждый день. Так, очередная бухта. Тут между бухтами расстояние десятки метров. Вот это опасные места. Хочется вот туда запрыгнуть, чтобы посмотреть за обрыв. Но видно, что эта глыба отвалилась. Эрозия ломает камни, и на нее я не хочу вставать. Но мы обойдем вокруг. Самое опасное в таких местах — это встать на край, который отломается.
И тогда ты посмотришь на бухту изнутри. Но нам это не надо, правда? Нам еще с вами гулять и гулять. На камнях даже растут цветы. Это так красиво. Зимой природа словно жить начинает. Она прямо оживает, она цветет, пахнет. Краски просто... По краскам кажется, что природа отрывается максимально. Так за нее радостно, на самом деле, что у нее есть такая возможность здесь. Пойдем под скалой. Следующая на нашем пути попалась Голубая лагуна. Звучит крайне красиво, но я не знаю, голубее ли она любой другой лагуны, которая здесь попадается, которых тут дофига. Может быть, она, конечно, голубее. Я не знаю, как сравнивать степень их голубизны. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Голубая так голубая. Волны здесь тоже бьются с невероятной силой. И здесь мы... О боже, вот это мощь. Смотри. Это все выглядит крайне опасно, но впечатляюще. Знаешь, такое состояние, ощущение, когда ты боишься этой красоты. Смотришь на нее и понимаешь, что это реально смертельная красота. Короче, мы вышли к концу этого полуострова. И здесь он делает такую дугу. И там уже Айанапа. А вот там, на этом утесе, мы встретим сегодня закат. Я очень надеюсь, что мы успеем. В конце этого полуострова есть маяк красивый, но дорога закрыта к нему, потому что вся эта часть полуострова, она занята военными. Там военная база. Поэтому мы, вот где машинки едут, мы там переберемся на ту сторону и по ней уже начнем восхождение на эту гору. К вопросу о том, что нужно ходить очень аккуратно. Эти камни очень ломкие, цепкие, они вообще не скользкие, то есть если за них зацепиться, очень легко. И они такими хребтами торчат. Короче, хоть вокруг и красиво, но не теряй бдительности и смотри под ноги. Перед нами еще одна гигантская бухта. А может быть, это Голубая лагуна? Как будто бы она и правда голубее других выглядит. Так, сейчас мы пройдем вот так вокруг, вот там по берегу, и уже будем переходить на другую часть полуострова. Кажется, нам снова предстоит карабканье и скалолазание, потому что я забрел в какой-то тупик. Смотри, как эрозия выедает камень снизу. Ничего себе.
Можно оказаться погребенным, и никто даже не заметит. И не узнает, где тебя искать. Опа! Нам эрозия нипочем. Удобные пористые камни. Отлично. Комитет скалолазания, вы где? Позвоните мне. Мне нужен диплом. Мы вышли на некую дорогу, которая должна нас привести к воротам на военную базу в конце полуострова, то есть вот там. И от них мы повернем направо, и там я был пару раз, только в одном месте, в бухте. И насколько мне известно, там придется в правую сторону уходить вдоль берега, чисто по скалам. Так что идем пока что чуть-чуть приличной дорогой. Да и нужно время немножко сэкономить, потому что закат все ближе и ближе. А мне кажется, что я не сделал еще и половину пути. Так что по ровной дорожке немножко ускорюсь. Хочешь лайфхак? Если ты где-то заблудишься, ищи линии электропередач. И по ним ты можешь выйти к людям. А вот и люди. Вот видишь, эта территория обнесена таким забором мощным, колючим. И, в общем, вояки, которые располагаются в том зданице, я так понимаю, отхапали себе просто полуостров, на котором есть за этой горой, вот за этой, красивейший маяк, который мы увидим при восхождении на мыс Каво-Греко. И сейчас мы пойдем вот туда и будем карабкаться вдоль берега дальше по маршруту. Видишь, как солнышко низко уже. Это значит, осталось часа полтора. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы успеть к закату. Чтобы показать вам все-таки то, что я обещал в предыдущем ролике и уже несколько раз в этом. Двигаемся вдоль забора военной базы к другой бухте, уже на этой части полуострова. Между тем, лавочка для любования очередная. А вот такой прикол здесь вообще часто. Только что с другой стороны полуострова волны просто крушат и ломают камни, а здесь, смотри, просто штиль. Каждый раз, когда я видел где-нибудь людей с палками для норвежской ходьбы, ну, знаете, эти лыжники без лыж с палками, я думал, что за бред? Ну да, полезно, физкультура и все такое, но так тупо выглядит. Но на самом деле, идя по такой местности, я сейчас был бы этим палкам очень рад. Потому что найти лишнюю опору, когда ты идешь по таким местностям, очень даже было бы не лишним. И значительно можно ускорить процесс. Черт, мне кажется, я не туда зашел, и мне придется сейчас опять карабкаться наверх. А, черт. Тут не пройти. Только сверху. А, ребятки, черт. Шансы на то, чтобы успеть к закату, просто тают на глазах. Ну что же, где наша не пропадала? Песок и камни. Что может быть чудеснее? Отличный рецепт. Поскользнуться где-нибудь и сломать себе ноги. Включаем полный привод. Смотри, да, какая порода, как будто бы как песок. Когда на пляже замок строишь из мокрого песка, вот такой же по виду. Главное, чтобы все это меня выдерживало. Черт.
Но не так уж это было и сложно. Вот к такому красивому месту я вышел. Там прямо как в пустыне такая местность. Колючки, песок и развалившаяся скала. Там вообще такая колонна получилась. Эрозия, конечно, творит прям искусство. Я бы, конечно, туда забрался. Изучить все это повнимательнее, если было бы чуть побольше времени. Ох, какая там фоточка получилась бы. Видишь ты? Такой прямо торчит кусок скалы. На него бы сесть. Очень хочется сделать там кадр. Но это кажется крайне опасным. Чудесные виды, конечно. Глядя на все это, что меня ждет впереди, хочется самому себе сказать, что я выбрал очень амбициозный, конечно, план по этому бездорожью. За 1,5 оставшихся часа добраться вот до той вершины. Но я попробую, ребзя. Если что, у меня с собой есть фонари и пауэрбанки. Буду выживать как могу. Но если заката мы сегодня не увидим, уж не обессудьте. А теперь тут почва такая, словно просто насыпали камней. Причем камней таких, как будто разбирали стену, ломали камни и сюда их привезли. Но нет. Такая здесь почва. Дыхалки уже нет. Забираться в гору. Я решил немножко забраться, чтобы пойти поверху, потому что там совершенно не пройти. Пойдем туда, через верх немножко. Смотри, как корень вырос в камень. Можжевельник прямо в камне растет. Привал окончен. И тут, смотрите-ка что, зеленые просторы. Экстремальные скалистые породы резко сменяются зелеными лугами с травой по колено. И наш путь продолжается теперь уже немножко быстрее. И, возможно, мы даже уложимся в тайминг. Вот туда, наверх. Смотри, как будто просто парикмахер постригал. Неожиданно. Так, мы все ближе подбираемся к искомой точке. Смотри-ка. Не знаю, видно тебе или нет. Перила для спуска в воду. То есть тут организовано культурное купание кем-то. А там стоит крест.
Хорошее соседство, хочу я вам сказать. Очень воодушевляет. Хотя это, наверное, очередное какое-нибудь просто святое место. Коих тут огромное количество. Слушай, ну очень приличное, да, место? Когда волн нет, можно даже неплохо здесь кайфануть. А вот зачем тут крест? Вопрос открытый. Навряд ли тут кого-то в скале похоронили. Информация отсутствует. Зелень кислотная просто. Аж потрогать ее хочется. Итак, ребята. О, куропатки. Почти напугали. О, там написано. А пойдем позырим. Посвящается кому? Austrian Contingent. Буквы Wolfgang Leeb. ЗГП. Зигфрид. В 93 году, 2 мая, утонул при несчастном случае, занимаясь дайвингом. Так, ребята, я говорю, не теряйте голову, даже если очень красиво. Я понял, что этот товарищ, которому воздвигли крест, искал там под водой. Там даже на карте, на Google Maps обозначено, что это подводные пещеры и каналы. Между тем, у нас тут теперь такая местность красивейшая. Скалы, а под скалами травка растет. Но это не это ли чудесно, ребята? Это же просто невероятная красота, правда? Нежнятина. Интересно, зачем кто-то сложил все эти камни сюда? Я понимаю, когда на пляжике, где галька, складывают камушки аккуратненько друг на друга. Тут-то зачем? Вокруг скалы. А может быть, нам наверх забраться вот там? Да не. Бес попутал. Пойдем по тропинке. Не хотелось бы все-таки закончить сегодняшний день с поломанной ногой. Да и вам такое смотреть не надо. Вообще не очень понятно, будет ли сегодня закат. Потому что весь день было ясно, и вдруг, откуда ни возьмись, появились облака, которые сейчас закрывают солнце. Вообще облака, конечно, здорово украшают закат, но непонятно, украсят ли они закат сегодняшний. Как будто бы солнышко пробивается сквозь тучки, да? Все-таки. На самой верхотуре людишки балуются с высотой. Ну, конечно, фоточки эпичные получаются. Вообще, конечно, тропа оставляет очень яркие впечатления. Не соскучишься. Главное иметь хорошую обувь. Это один из самых важных моментов, как по мне. Чтобы держал голеностоп, нигде не подвернуть ногу, и чтобы не скользила обувь. Тогда все будет
в порядке. Потому что в таком месте, где-нибудь забравшись в какую-нибудь глушь, подвернуть себе ногу, и все это прямой путь к звоночку спасателям. Какая-то информативная табличка. Это у нас название растения. Joint Pine. Ephedra fragilis SSP. Все понятно, кроме SSP. Я очень надеюсь, что эта тропиночка не перерастет в еще какое-нибудь испытание. И тогда, вероятнее всего, мы к закату успеем забраться наверх. По крайней мере, пока что мне так кажется. Ой, какой-то парняга очень неаккуратно карабкается по скале. Не знаю, видно вам или нет. Вот там. Где он? В маленьком экранчике не вижу. Короче, там где-то. В красных штанах. Ну ничего, братан, карабкайся. Если ёбнешься, я тебя спасу. Шучу, все у тебя получится. Давай, включай полный привод и вперед. Кажись, забрался. Вот, если б не мое напутственное слово. Не благодари. Оттуда мы пришли. И туда мы идем. И тут повстречалась табличка информативная. Давай посмотрим, о чем она говорит. Ага. Вот здесь тусуются вояки. Эта часть острова закрыта. Видишь, нельзя тут вообще ничего делать. Но нельзя и тут ничего делать, и тут нельзя. Короче, с обоих сторон нельзя ничего делать. Зато можно гулять. Этот чел вообще псих. Он реально просто в обычных шортиках и кроссовках хочет забраться наверх. Причем он такие шпагаты там делает, что я за него реально переживаю. Вот чувак пошел коротким путем. Пожелаем ему удачи, но наблюдать за его сохранностью, простите, нет времени. Поэтому идем дальше. На закат все меньше надежды. А может быть, этот парнишка наоборот поступил умнее, и он решил срезать путь, чтобы увидеть последние лучи с верхотуры. Надеюсь, мы с ним увидимся наверху, что он будет жив и здоров. Собаки. Штук 5 или 6 собак. Примерно одной породы. Или очень похожей. Носятся тут. Наверное, на куропаток охотятся. Там вдали стоит пикап. И кто-нибудь их, наверное, привез. Что-то нас тропинку уводит в другую сторону. Нам нужно вот туда. Но мы же не должны поступать как этот парень. А возможно, он наоборот что-то знает. Черт. Я решил свернуть правее в сторону горы. И тут нашлась какая-то тропинка. Знаете поговорку? А может, даже это китайская мудрость? Дорога возникает под ногами идущего. Но разве не жизнеутверждающая? Да это факт. Только что проверил. Дыхалка моя все. А еще идти. Да еще и успеть надо. Какой кайф, что это не лето. Летом я бы умер. Просто бездом.
Наконец-то мы выбрались на другую сторону этого холма, горы. Как я и говорил, тут есть автомобильный подъем, а дальше там пешеходный, довольно широкая дорожка. Я уже запыхался, но мне кажется, что я успеваю. А вы вместе со мной. Здорово, правда? Да, только солнышко, оно, конечно, еще не село, но его все больше и больше застилает какими-то тучами, которые по плану сегодня вообще-то не были у меня. Ну ладно, все равно весь путь не зря. Красота ж была, правда? Охрененная. Смотри, что здесь сейчас будет. Мы увидим сверху те места, где были. Вон тут военный полуостров торчит. Но нам сюда. Это место уже довольно популярное как среди туристов, так и среди местных. Оно легко доступное и очень живописное. Эй, брат, это ты? Да, ты в порядке? Да, конечно, ты сумасшедший. Просто так быстрее. Да, я это понял. Как тебя зовут? Роман, приятно познакомиться, Джонни. Ты какой-то профессиональный альпинист? Нет, я альпинист-любитель. Мой отец этим увлекается, и мне тоже это нравится. Это безумие. Я серьезно беспокоился о тебе. Ты был похож на Человека-паука. Угол вот такой вот. Я думал залезть на холм, потому что я хотел увидеть закат, но, к сожалению, да. Ты пришел вовремя. Но облачно, да. Приятно было познакомиться. Да, приятель. Ну что ж, лавочка для наблюдения за закатом имеется, но мы будем использовать более натуральные для этого условия. Мы добрались в тайминге, но солнышка сегодня, кажется, не будет. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш сегодняшний трейл. Я считаю, что он был совершенно фантастическим. Невероятная красота, невероятная природа. Даже местами было экстремально. Я заканчиваю этот выпуск и одновременно заканчиваю этот день. Закат был, согласен, так себе, но я не обломался, потому что весь путь был совершенно неописуемой красоты. Спасибо, что со мной. Путешествие продолжается. До новых встреч.